Всем привет, дорогие друзья! Я очень рада, что вы заглянули к нам на канал. На видео у меня все еще золотая осень, хотя на данный момент, конечно, листья уже все опали, но снега пока еще нет. В этом году у нас был очень красивый, такой, знаете, настоящий листопад. Я в телеграм-канале как-то делилась видео, но если у вас нет телеграма, то на ютубе как раз сегодня покажу вам немного нашей осени. С утра, как обычно, я проводила Еву до автобуса, потом вернулась домой, покормила детей завтраком и собрала их в школу. У мальчишек перед выходом осталось немного свободного времени, поэтому они сели поиграть в шахматы. Кашу поели, зубы почистили. Сейчас малышей отправлю в школу, а с Марком поедем на соревнования по бегу. Маркуш, сколько ты будешь бежать? Почти 2,5 километра. Все наши дети очень любят шахматы и часто играют в эту игру, а я наоборот, с удовольствием поиграю в любую настольную игру, а вот шахматы как-то не очень люблю, хотя правила знаю. Изначально наш Матвей серьезно увлекался шахматами, потом научил Марка, Марк Адриана, а теперь вот Адриан учит Мартина. I'm going to eat your queen. And I did. You did? Мартин, где очки нашел? Прям там? My turn? Yeah. Очки для компьютера. No, I will eat your queen. He can't do that. He's small. Can't do No, you can't do that. Come on, babe. Check. Check. Ну что, готов? Да. Везем Марка на соревнования. У нас такая погода классная. После того, как посадила младших мальчиков на автобус, сразу повезла Марка на соревнования по бегу. Один раз в год у нас проходят соревнования среди всех школ района, в котором мы живем. В нашем районе вроде 80 с чем-то школ, и каждая школа отбирает по несколько учеников из каждого класса и отправляет на соревнования. Наш Марк попал в список участников, поэтому я с самого утра должна была его отвезти к месту назначения. Проходят соревнования всегда в одном и том же месте, на лыжном резорте, который находится недалеко от нас. И мы туда часто зимой всей семьей ездим, чтобы покататься на ватрушках. Наш Марк всегда любит участвовать в разных соревнованиях, и ему абсолютно не важно, если это соревнования по бегу или олимпиада по математике. Мне, кстати, недавно писали, что я мало рассказываю про нашего Марка, поэтому хочу немного вас с ним познакомить. Марк у нас средний ребенок в семье, ему в январе будет 12 лет. Он очень добрый по характеру, всегда шутит и умеет поднять настроение. Профессионально играет в футбол, любит всякие пазлы, головоломки и отличник по математике. В этом году стоял вопрос по поводу перевода Марка на один класс выше. Он сейчас учится в 6 классе, и некоторые учителя дают ему отдельно материал 7 класса, так как программа 6 для него очень легкая. Также наш Марк самостоятельно научился играть на пианино, а еще, как и я, любит создавать разные видео. Они у него на английском языке, все с юмором, очень интересно смонтированы, но пока доступ к этим видео имеет только наша семья и некоторые друзья Марка. На соревновании Марк участвовал в забеге на дистанцию 2,5 километра, и из 100 участников, все были мальчики 6 класса, занял 23 место. Сразу после соревнования по дороге домой мы еще заехали в магазин с органической продукцией, и я как раз хотела показать вам крем для лица, которым всегда пользуюсь. Вы спрашивали меня про мою уходовую косметику, на самом деле все очень просто, в основном это обычный детский крем.
Или вот такой крем, который я периодически покупаю в Costco. Он сделан на основе алоэ. Я беру тот, который без запаха, а потом сама в банку добавляю несколько капель любого эфирного масла. Для умывания обычно использую кастильское мыло. Оно чем-то похоже на хозяйственное, но более щадящее, так как сделано на основе оливкового масла. Это такой базовый каждодневный уход. Еще как-нибудь обязательно расскажу про маску для лица, которую я дома делаю сама. Студенты мои идут, ездили сегодня на ферму, привезли мне тыкву. Будем делать пирог из тыквы? Да. Супер, ну пошли. Тут у нас обед. Ева несколько раз подряд делала вот такой китайский суп. Почему китайский, не знаю. В общем, чтобы приготовить такой суп, нужно просто сварить бульон. Я обычно это делаю в скороварке, так как бульон в скороварке всегда получается очень вкусным и насыщенным. Потом отдельно нужно отварить пельмени, у нас были китайские, и лапшу рамен. Дальше каждому в тарелку наливаем бульон, добавляем готовую лапшу, пельмени и зелень. Все очень просто, но вкусно. После обеда решили с Евой разобраться с тыквами, которые мальчишки привезли мне с фермы. Из одной хотели приготовить пюре, чтобы потом его использовать в рецептах, а другую начинить рисом и мясом и запечь целиком. Осенью у нас сезон тыквы, и во всех кафешках, ресторанах из нее что-то готовят. Обычно это какая-то выпечка, тыквенные пироги, маффины, кексы. Для приготовления такой выпечки обычно используют консервированное пюре из тыквы, которое продается во всех магазинах. Но когда есть возможность приготовить пюре из свежей тыквы, то почему бы и нет. Ева сначала ее почистила, достала все семечки. Семечки мы, кстати, тоже потом все промыли, высушили на бумажном полотенце и поджарили в духовке. Тыкву нарезали на небольшие кусочки и запекали при температуре 175 градусов в течение часа. Пока Ева готовит тыкву, хотела немного поговорить с вами о воспитании детей, так как вы часто задаете мне этот вопрос. Вообще воспитание – это процесс длиной в жизнь, поэтому, конечно, в одном видео всего не расскажешь. Да и нет какого-то определенного правила, как нужно воспитывать детей. Все очень индивидуально. Но есть, конечно, определенные принципы, которых мы придерживаемся. И я периодически буду вам что-то рассказывать, приводить примеры, говорить о своих ошибках, но это только наш опыт и наше видение как родителей. Поэтому, если вы по-другому воспитываете своих детей, то имеете полное на это право, потому что, как я уже и говорила, все очень индивидуально. Мы воспитываем своих детей на христианских принципах и понятиях, и всегда акцент ставим на отношения детей между собой, на то, как они разговаривают и ведут себя с людьми старше их по возрасту, как относятся к друзьям и как реагируют на разные жизненные ситуации. И уже с позиции Библии и христианского взгляда объясняем им, что правильно, а что нет. Также мы считаем, что у детей обязательно должны быть ограничения и рамки во многих вопросах. Должен быть определенный режим, и они должны понимать, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо. В нашей семье есть разные правила, которых все дети придерживаются. Ну, например, в любой конфликтной ситуации нельзя друг друга обзывать, а уж тем более толкаться, драться и тому подобное. Также есть лимит по времени на использование всех гаджетов, которые дети без спроса никогда не берут. Они знают, в какое время и когда мы разрешаем им смотреть мультики и играть в приставку, и без проблем все выключают, когда время подходит к концу. Еще один очень важный момент в воспитании – это когда родители находятся на одной волне и придерживаются одних и тех же принципов и правил. В нашей семье, если Андрей на что-то говорит детям «нет», то я говорю «нет», даже если считаю по-другому. Потом отдельно без детей мы можем поговорить, высказать свою точку зрения, прийти к определенному решению, но при детях мы всегда заодно. Поэтому если родители по-разному подходят к воспитанию детей, то сначала им нужно обязательно попытаться договориться между собой. И это, на мой взгляд, очень и очень важно. И, конечно, общение – это еще один принцип, которого мы всегда придерживаемся в нашей семье и в воспитании детей, и между собой. Я, конечно, чаще и больше времени провожу с детьми, так как работаю из дома, и вся моя жизнь крутится в основном вокруг них. И если честно, то я очень рада, что у меня никогда не было няни, и была возможность больше времени проводить с детьми и корректировать какие-то моменты с самых ранних лет. Тут у нас уже запеклась тыква, Марк пришел и предложил Еве свою помощь. Я ему как-то говорила, что он реже всех бывает у меня в кадре, поэтому он подошел и Еве говорит: «Давай я тыкву почищу, а мама меня поснимает». Ева с удовольствием доверила ему это занятие, а сама пошла читать книжку.
Со старшими детьми мы сейчас уже больше друзья, можем поговорить с ними на любую тему и периодически устраиваем такие свидания, как мы их называем. Едем куда-то в кафе или в торговый центр с кем-то одним из детей, чтобы пообщаться и вместе провести время. С тыквой мы почти закончили, теперь будем жарить семечки. Я обычно выкладываю их на противень, застеленной пергаментной бумагой, и ставлю в разогретую до 120 градусов духовку на 1 час. Пока семечки жарились, Марк при помощи погружного блендера приготовил тыквенное пюре. Потом переложил его в стеклянную банку и убрал в холодильник. Дальше я расскажу вам, как мы использовали это пюре и в какие рецепты его добавляли. Вообще в любую тыквенную выпечку всегда добавляют определенную специю, которая так и называется – pumpkin spice. На русский, наверное, если перевести, то тыквенная специя. Это состав из разных специй, который продается уже готовый. Но я добавляю все специи по отдельности и тоже расскажу вам какие, так как именно специя придает выпечке определенный вкус, который ассоциируется с тыквой. Тем временем у нас уже пожарили семечки, и, как сказал Марк, это самая вкусная часть тыквы. Семечки ненадолго оставили, чтобы они остыли, потом сверху приправили солью и пересыпали в контейнер. Но в тот же самый вечер дети их и съели. Тыквенное пюре я потом часто добавляла утром детям в овсяную кашу, несколько раз готовила овсяные оладьи с тыквой, а также делала тыквенные маффины с крем-чизом. Как готовила кашу и оладушки, расскажу в этом видео, а рецептом маффинов поделюсь уже в следующем. С кашей все просто. Сначала я готовлю ее в мультиварке в пропорции 1 стакан овса грубого помола, 3 стакана молока и 1 стакан воды. Воду нужно добавлять обязательно, чтобы овсянка не пригорала к дну мультиварки. Потом уже в готовую кашу добавляю полстакана тыквенного пюре и пол чайной ложки сушеной корицы. Сверху по желанию можно добавить любые ягоды и орешки. Рецепт оладушек тоже очень простой, и мне нравится то, что тесто готовится в блендере. Я все ингредиенты оставлю в описании под этим видео, вы просто добавьте все в блендер, взбейте и тесто готово.
Вообще это основной рецепт, по которому я готовлю оладьи. Просто вместо тыквенного пюре я добавляю банан или яблоко. Также мне нравится этот рецепт, потому что в него вместо муки идут овсяные хлопья, что в разы полезнее, так как овсянка это все-таки сложный углевод. И вот тут я как раз добавляю специи, про которые говорила. Они придают выпечке из тыквы определенный аромат и вкус. Это корица, имбирь, мускатный орех и душистый перец. Готовое тесто переливаем в миску и дополнительно по желанию добавляем шоколадные капли. Все аккуратно перемешиваем и выпекаем оладьи обычным способом на сковороде. Оладушки получаются не сладкими, поэтому сверху их можно полить медом, кленовым сиропом или сгущенкой. Тут мне пришла посылка, я младшим детям на зиму заказывала комбинезоны, шапки и рукавицы. Адриану и Мартину я часто покупаю одинаковые вещи, потому что мне так проще и нравится, что они всегда выглядят как двойняшки. В школе их тоже всегда все узнают по одинаковым курткам или комбинезонам. На осенний период времени, пока нет снега, я обычно заказываю целую пачку одинаковых рукавиц, потому что они все время теряются, а когда их много, то на сезон хватает. Тут я как раз попросила мальчиков примерить комбинезоны. Yeah? Тебе нравится теплый? Заказывала по интернету 2 разных размера и хотела убедиться, что все подходит, так как с размером часто можно не угадать. Ну что, готовы к зиме? Все идеально подошло. Я вообще любитель комбинезонов не только для детей, но и для взрослых. Мне кажется, это очень удобно, особенно если вы любите активный зимний отдых. Горки, лыжи, тюбинг. Комбинезон застегнул и все. Тепло, удобно и нигде ничего не поддувает. Я бы себе тоже с удовольствием купила такой комбинезон, но, к сожалению, для взрослых не могу найти ничего подходящего. Мартина, где твои носки? Носки. Я пойду на улицу так. Ты пойдешь так на улицу? Да. Ну что, тепло вам в ваших комбинезонах? Да. Вы такие прикольные. Будем кататься на санках зимой? Да. Класс. А где самки? Ну, зимой надо подождать, пока снег будет. Twins. Вы twins? Угу, точно похожи. 2 красных снеговика. Ну все, уже раздевайтесь. Какая шапочка у тебя классная, с помпончиком. Угу. Гайс, вам не жарко? Жарко, жарко. Да. Раздеваться будете? Мартин. Потом я еще как-то заехала в магазин и купила мальчикам зимние ботинки и более теплые уже для снега рукавицы. Адриану и Мартину взяла одинаковые, а Марку другие. Знаю, что многим интересны цены, поэтому оставлю здесь для сравнения. Кстати, комбинезоны изначально стоили 130 канадских долларов каждый, но на них была скидка 50%, поэтому я заплатила 130 за 2.
Тут как-то вечером Евочка пошла на улицу поснимать Мартина. Она тоже иногда любит делать разные короткие видео, так что можно сказать, что у меня подрастает целая команда операторов. Я тут тоже со своим телефоном возле них ходила и немного со стороны поснимала. Друзья, на этом мое видео уже почти подошло к концу. Я еще сюда вставлю видео-нарезку нашей осени. В этом году она была очень теплая. Весь сентябрь и октябрь мы ходили в майках, и даже в начале ноября было плюс 20 градусов. Я кое-что поснимала, поэтому в конце хочу оставить немного теплых осенних кадров. Ну а с вами, мои дорогие, я уже буду прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех крепко обнимаю и очень надеюсь на скорую встречу. Всем пока-пока! Thank you.